Американская жизнь, как она есть. Им не хватает необычных поступков. Когда у них будет возможность на тебя настучать, они обязательно это сделают. Где лучше люди живут? Я считаю, что китайские мужчины мне категорически не нравятся. Самые зашкварные У истории. меня было сломано ребро. Это какое-то наркотическое вещество. И я решила попробовать. Сколько ты получала в США? Они стирают в реке, и мы не знаем, с чем это связано. Китайские мужчины. Стричь ногти вот вообще везде. Для меня это немножко шокирующее было. Всем привет! Сегодня на моем пути очень интересный человек, который уже жил в США и работал, сейчас живет в Китае и готов поделиться с вами своими мыслями по этому поводу. Поэтому сегодня мы обсудим эти две страны и определим в конце, где лучше, в Китае, в США или, может быть, все-таки в России. Меня зовут Славич Евгений, и вы на моем пути. Помимо всего, я должен сказать, что это довольно храбрый человек, целеустремленный, ну и вообще просто девушка-красавица Марго. Всем привет! Сегодня мы с вами пообщаемся и прогуляемся по Гадену. Я предлагаю сделать так. Сначала ты расскажешь свою историю, как ты, почему поехала в одну страну, потом в другую страну. И дальше мы уже будем более подробно разговаривать, более конкретные вопросы я задам. Кому интересна какая-то конкретная тема, то все внизу, тайм-коды внизу, можете переключаться и бегать по хронологии видео, как хотите. Моя история начинается с далекого 2013 года. В то время я училась на факультете иностранных языков, и было достаточно модно ездить в Америку, участвовать в программе, студенческой программе Work and Travel. И, конечно же, мне было очень интересно побывать в Америке, в первую очередь с точки зрения практики языка. Учась на факультете иностранных языков, в первую очередь подразумевалось свободное владение английским языком. И также, конечно, привлекала возможность заработать деньги. Конечно же, в Америке можно заработать гораздо больше за летний сезон. Таким образом, я впервые оказалась в Америке. Я жила в небольшом городке в штате Монтана. Это был туристический город. У меня была неплохая компания, работодатель, и у нас подобралась достаточно классная команда, поэтому вот мое первое пребывание в Америке мне очень понравилось. Закончив контракт, закончив программу, вот в 2013 году Это было лето. Это было на лето, 3 да. месяца лета, грубо говоря. Это было чуть больше 3 месяцев. Первый раз я поехала со своей подругой, с которой мы учились в одной группе, также обе на факультете иностранных языков. То есть мы съездили, посмотрели, нам безумно понравилось. И вот когда программа закончилась, мы вернулись в Россию. Вот лично у меня эта мысль об Америке, она плотно засела в моей голове. Мне очень хотелось вернуться. Даже несмотря на то, что это была, по сути, провинция. Да. Это не был Нью-Йорк или какой-нибудь Лос-Анджелес. Нет, это был очень маленький город. Вот есть такое понятие одноэтажная Америка, где жизнь совершенно отличается от жизни в мегаполисе. То есть это была совершенно другая Америка, но несмотря на это, мне безумно понравилось оказаться там. Поэтому спустя год, в 2014 году, я снова поехала по этой же самой программе, в то же самое место, в ту же самую компанию. Ты все еще была студенткой? Да, я была студенткой, потому что в то время я закончила 4-й курс. Я полетела после 4-го курса. А в то время, наверное, стоит уточнить, что образование высшее получали 5 лет. Поэтому, соответственно, я полетела в Америку второй раз. И в этот раз, конечно же, опять же, лето пролетело незаметно. Всего этого показалось недостаточно. И я приняла решение остаться в Америке вместо того, чтобы вернуться в Россию и продолжить учебу. Ну и, пожалуй, вот с этого момента можно сказать, что и началась вот действительно американская жизнь, как она есть.
потому что в рамках этой программы с какими-то трудностями, которые могут возникать, Да, тебе помогали постоянно. да, постоянно была поддержка, и сама эта программа, она воспринималась как некая поездка в летний лагерь, на самом деле. Это в было... рамках каких-то правил вы приезжаете и делаете то, что нужно. Да, это было действительно так, и поэтому, когда программа в очередной раз закончилась, конечно, все студенты такие же, как я, они разъехались по домам, и вот тогда я осталась там одна среди американцев со своими, появились первые трудности, потому что в Америке есть понятие сезон, и студентов из разных стран нанимают именно на сезонную работу. Эта работа, она относится к сфере туризма и гостиничного бизнеса, то есть это отели, рестораны, парки развлечений и так далее. То есть сезон заканчивается, в Америке тоже все дети возвращаются в школы, и поэтому, как говорится, не сезон, а раз я осталась, то есть нужно искать работу, нужно как-то жить и учиться самостоятельно решать свои проблемы. Действительно появились первые трудности, можно так сказать. И за этот период я сменила несколько мест работы. Были периоды, когда у меня было 4 даже места работы, то есть я одновременно могла работать в супермаркете, в ресторане, в отеле, в магазине сувенирной продукции и так далее. То есть работать приходилось очень много, и что вот впервые, пожалуй, впервые в жизни я оказалась полностью в американской среде. А ты одна была уже на тот момент? Да, на тот момент я была одна. То есть со мной не было каких-либо Это еще друзей или нужно иметь кого-то. какую-то смелость, чтобы это сделать. Ну да, безусловно. Одному, без никого, в чужой стране. Мне тогда было 22 или 23 года, да, 22. И я думаю, что в силу какой-то наивности люди в молодом возрасте, они склонны совершать такие поступки. Поэтому я считаю, что существенную роль еще сыграл мой возраст. Детишки. При любых переездах всегда возникает вопрос или даже проблемка небольшая, это родители. Что у тебя было с родителями, как они реагировали на переезд в Америку и в Китай? И расскажи об этом. Вообще, в целом, у меня никогда не возникало сложностей. У меня от родителей всегда была максимальная поддержка и одобрение. В случае с Америкой, конечно, они переживали, и они не совсем были согласны с моим выбором. А при этом меня никогда не настаивали на том, чтобы я поступила как-то, как хочется моим родителям. То есть, не так или иначе, меня всегда поддерживали. А в ситуации с Китаем было еще проще. То есть, когда я сказала, ой, я хочу попробовать пожить в Китае. Они уже немножко закаленные были. Они были немножко закаленные, во-первых. А во-вторых, моя мама, она вообще сказала, ой, это же очень круто, почему бы и нет? Да, едь в Китай. А сейчас не просят тебя, быстрее возвращайся, может быть, в России найдешь что-то? Нет, на самом деле таких разговоров нет в таком ключе. Наоборот, вот из последнего нашего общения мама сказала, ой, знаешь, в России очень нестабильно, ты вот лучше в Китае. Еще поживи немного. У меня аналогично, я думаю, у всех у нас аналогичные ситуации. Да, поэтому в целом родители меня поддерживают и одобряют. Были ли у тебя бойфренды? И как это было вообще? Расскажи коротко хотя бы. Безусловно, были, конечно, так как я достаточно долгое время нахожусь в той или иной стране. А если говорить про американцев, достаточно интересный стиль ухаживания, можно так сказать. И в целом Америка — это такая страна, где люди воспитываются в духе равноправия, и поэтому очень интересно прослеживаются взаимоотношения в быту, допустим. Если в России считается, что женщина занимается бытом, то в Америке это совершенно не так. И там нет ничего плохого, если бойфренд, допустим, помоет посуду или сделает уборку. Это нормальное распределение обязанностей. То есть, равноправие. Да, равноправие. То есть с этой точки зрения очень удобно. Вот. И в плане ухаживания я бы сказала, что американцам им не хватает в целом какой-то спонтанности, романтики, каких-то вот таких необычных поступков. То есть все стабильно, все планируется и так далее. Мне, допустим, не хватало
мало этого в отношениях, вот именно элемента спонтанности. А если мы говорим про Китай, на самом деле девушки, которые встречаются с китайцами или замужем за китайцами, я не хочу никого обидеть, но китайские мужчины мне категорически не нравятся, поэтому если... То есть такого опыта у тебя лично нет? У меня лично нет. В целом, я считаю, что это довольно сложно из-за больших культурных различий. В первую очередь, допустим, мне не близки их традиции, там, даже в плане питания, какие-то бытовые привычки, и мне было бы очень сложно вообще подстроиться и как-то смириться с какими-то вещами, потому что, естественно, что переделать невозможно человека, Конечно. и нет смысла вообще этим заниматься. При этом постоянно китайцы даже у меня спрашивают, может, у тебя есть знакомая русская? Нам очень хочется с русскими встречаться и так далее. Ну, у меня часто тоже такое бывает, что, допустим, я куда-нибудь иду в салон красоты, в стоматологию, еще куда-то, и со мной пытаются познакомиться, просят мой WeChat и так далее. То есть это происходит очень часто на самом деле. Но детки нам сегодня не дадут снимать. Или наоборот, помогут. Они Они участвуют. нам помогут. Say hello, hello. В итоге ты там была год. Да. Ну, грубо говоря, год. И причина твоего отъезда в итоге? В тот момент у меня было не оконченное высшее образование, и в Америке, как в принципе и в любой другой стране, тяжело с образованием, а без образования тем более. Поэтому в определенный момент, конечно, у меня были сомнения насчет того, что у меня до сих пор образование не получено, и параллельно, конечно же, я видела, как мои однокурсники готовятся к ГОСам, защищают дипломы, получают свои дипломы, и у меня на самом деле было довольно много сомнений по этому поводу, то есть, а что в это время делаю я? Да, я работаю в сфере услуг. Нельзя было перенести как-то? Можно, я была в академическом отпуске официально, то есть у меня был вот этот год, то есть он никуда не пропал, просто я год пропустила, соответственно, мне нужно было возвращаться и уже с другой группой закончить. Поэтому, да, после взвешивания плюсов, минусов и так далее, я решила вернуться и получить образование, закончить, точнее, образование. Это был уже 15-й год? Это был 16-й год. Это был 16-й год, и дело в том, что когда я вернулась в Россию, я устроилась работать в очень хорошую компанию. Это Центр изучения английского языка. То есть это были первые шаги в моей карьере уже конкретно по моей специальности. Мне очень понравилась эта сфера, и я уже в то время достаточно сильно втянулась. И мысль об Америке, она постепенно стала отходить на второй план, потому что в Америке, то есть это что значит? Это возвращаться в сферу, где ты, по сути, являешься чернорабочим. Но если совсем грубо говорить, то это действительно Потому так. что вряд ли ты будешь английский преподавать. Да, в Америке никому не нужен мой английский, это очевидно. Естественно. В то время приоритет был остаться в России, и причем в это же время я решила продолжить свое образование, то есть я поступила в магистратуру, а это еще 2,5 года. И когда я защитила магистерскую диссертацию, конечно же, передо мной возник вопрос, а что делать дальше, потому что на тот момент я находилась в России более 3 лет и становилась, то есть хотелось чего-то нового. В то же время стали часто вокруг меня мелькать новости по поводу работы в Китае. Кто-то из моих знакомых попробовал работать в Китае в качестве учителей иностранного языка, у кого-то опыт был положительный, у кого-то не совсем положительный, но так или иначе эта тема меня заинтересовала, и я решила попробовать. И на самом деле процедура довольно простая, нужно всего лишь оформить визу, купить билеты и найти агента, который поможет с поиском работы. В то время у меня было, так скажем, недостаточно много знаний о том, как все устроено в Китае, как это работает, поэтому да, я нашла агента, и в Китай я приехала через агента. Небольшая поправочка. Это было в каком году? В 17-м? В 19-м. Да, уже в июле 19-м. 19-го года. Обстановка была другая. Границы были открыты, Да, и Китай конечно. был
другой, скажем так, 3 Да. года назад. В июле 2019 года я впервые оказалась в Китае. И, собственно, по настоящее время я здесь нахожусь. У меня за этот период было несколько мест работы. То есть сейчас школа, в которой я работаю, является 3-м местом работы в Китае. И, на мой взгляд, самым удачным из всех. И в дальнейшем посмотрим, как сложится ситуация. Потому что, да, как ты правильно подметил, в то время, когда прилетела я, Китай был совершенно другой. И сейчас, на самом деле, все ужесточается. И нет, не всегда есть уверенность в завтрашнем дне, и не всегда есть стабильность. Поэтому Китай — это тоже довольно относительное понятие. И всегда нужно быть готовым к тому, что все может поменяться в любой момент. Мы сейчас находимся в Гардене в твоем. По-русски, грубо говоря, это двор. Вот. Но здесь представление как бы окружений вокруг домов немножко другое, не такое, как в России. Это обычный двор, обычный жилой комплекс. Это не VIP никакое. И обычно я говорю, потому что во всех новых гарденах вот именно так строят. Здесь называют это гардены, потому что, по сути, это сад всегда. Поэтому я хочу спросить про окружение вообще. Где тебе больше нравится на улице, например, гулять? В Китае, в США? Как это там выглядело, например? Как там досуг вообще строятся, парки? Ну и в целом уровень жизни. Если говорить про США, то там не принято строить такие вот комплексы, отдельные закрытые гардены. То есть это обычно или многоэтажки классические, или одноэтажные дома, частные и так далее. То есть территория вокруг жилого комплекса, она, как правило, конечно же, есть детские площадки, какие-то тренажеры и так далее, но она не настолько продумана, она не настолько благоустроена, как это в Китае. В Китае в этом плане интереснее, я бы сказала, и комфортнее с этой точки зрения. Допустим, вот сейчас актуальная проблема, если у нас какая-то пандемия, даже мини-пандемия, да, а у нас есть вот это закрытое пространство, и все равно мы можем также гулять, заниматься спортом и так далее. Вот в пределах этой территории, эта территория, допустим, она закрыта для входа и выхода, но внутри может быть все необходимое. Да, внутри есть все необходимое, и также с точки зрения безопасности, допустим. То есть с точки зрения парков и такого отдыха на природе, возможно, в Китае немножко получше. Да. В плане в черте города, я имею в виду. В черте города однозначно, потому что предусмотрены различные набережные, беговые дорожки и так далее и тому подобное. А в Америке, если мы говорим про Америку, там очень много hiking trails. То есть это такие маршруты для пеших прогулок, но они не так близко находятся к городу. То есть ты не можешь, у тебя появилось время, допустим, обед, да, и ты не пойдешь на хайкинг, потому что это достаточно затратно по времени. А в Китае вот у меня бывает, когда у меня обеденный перерыв, если я хочу прогуляться, я иду на набережную и гуляю, или я иду в соседний парк и просто гуляю. А в целом уровень жизни? Вообще, как люди живут, там, как они зарабатывают, на что они тратят. Вот если соотнести Китай и США, как ты думаешь, просто по твоему мнению, где лучше люди живут? Я считаю, что в Китае последние лет 20, наверное, судя по развивающейся экономике, гораздо стабильнее жизнь вот среднестатистического человека, она гораздо стабильнее, чем в Америке. В Америке на Даже самом так? деле все очень непросто и очень нестабильно в этом плане. Даже для людей, у которых есть американское гражданство или есть грин-карта и так далее. То есть это все равно непросто для них. В Америке ты сменила как минимум 4 работы. В общей сложности, да. И в Китае как минимум 3 места работы. Да. То есть, в принципе, есть чем сравнивать. Да, конечно. Так что теперь к более конкретным вопросам. Люди во всех странах, они разные. Говорят, что везде разный менталитет. Даже у, казалось бы, очень похожих стран. Но Китай и США — это, по-моему, предельно разные страны. Вот по моим ощущениям, я не был в США пока что, но стереотипно я так размышляю. Что ты скажешь по поводу людей? Может быть, менталитет, чем они тебя удивляли там и чем удивляют здесь? Американцы очень открытые, дружелюбные, и что мне очень нравится, они
уважительно относятся к личным границам. Очень многие вещи, они делаются из вежливости, потому что так принято. Ну, допустим, всеми известный факт — это дежурная улыбка, да, это какие-то... Да, это какие-то небольшие разговоры, small talk, чтобы поддержать беседу. Если ты столкнешься с американцем в лифте, и ты его не знаешь, то есть, скорее всего, вы будете на какую-то тему говорить, на какую-то общую, отвлеченную тему, и вообще в целом не принято, вот когда тебе задают вопрос «How are you?», не принято делиться тем, что действительно происходит в твоей жизни. То есть это делается из вежливости. Выкладывать на человека все свои проблемы. Да, да. Честно говоря, у меня такое же мнение, потому что я здесь встречал американцев, канадцев и вообще людей из Северной Америки, и у меня тоже такое ощущение. Ну а по поводу китайцев? На мой взгляд, китайцы, они тоже достаточно дружелюбные люди в целом. И я не могу сказать, что... Ну, Китай вообще довольно специфичная страна, если мы говорим об иностранцах. То есть вот ты иностранец в Америке, и никто на тебя не обращает внимания, потому что Америка — это мультинациональная страна, там люди со всего мира, и то есть ты не бросаешься в глаза. А в Китае, конечно же, ты иностранец, и кто-то может даже показать пальцем, да, и назвать тебя нелюбимым словом среди иностранцев. Лаовай. Лаовай, да. И так далее. То есть в Китае невозможно стать своим. Даже неважно, какие хорошие отношения ты поддерживаешь, там у тебя есть китайские друзья и так далее, все равно своим ты никогда не станешь, ты всегда будешь для них иностранцем. В целом у меня не возникает проблем, таких как какое-то недопонимание конкретное. Но что плохого про людей можешь сказать все-таки? Плохого, ну, если мы говорим про Китай, да, то вот лично мне жутко не нравится, что в Китае нет понятия какой-то дистанции. Личных границ. Личных границ, да. Второе — это отношения, ну, возможно, это косвенно связано с личными границами. Я не знаю, наверняка ты замечал, что у китайцев есть привычка, допустим, стричь ногти вот вообще везде, где им приспичит. Я не замечал, честно. Ты не замечал? Никогда. Серьезно? Вот за 4 года. Вот допустим, мои коллеги, постоянно находясь в офисе, занимаются подстриганием ногтей. Ну, я в офисе никогда не работал, поэтому... Потому что ты не работал в офисе. А если ты постоянно находишься вот в каком-то закрытом пространстве с китайцами, они будут заниматься своими личными делами. И вот для меня это немножко шокирующее было поначалу. Сейчас я просто к этому привыкла, я вообще на это не реагирую. А поначалу мне казалось, ну, это ведь часть личной гигиены, то есть... Но это не совсем уместно, да, заниматься этим в офисе, то есть это меня шокировало. Ну а третье есть что-то? Третье — это то, что китайцы, у них какое-то другое понятие о пунктуальности. Вот, допустим, я договариваюсь с кем-то... Это я уточню, это многие говорят, что только именно у нас такое. То есть в других городах может быть иначе. Но я не соглашусь, потому что я некоторое время жила в Пекине, и ситуация была идентичная. Поэтому это повсеместно. Я считаю, что это повсеместно по всему Китаю. Если вы договариваетесь на 3 часа дня, то, скорее всего, к вам могут навстречу прийти где-то в 4, в полпятого. Есть такое. Да. У меня постоянно такое встречается. Ну а по поводу американцев, плохое ничего не сказали. Что плохого? Давай. Колись. Очень встречается среди американцев, я не говорю, конечно, обо всех. Если ты работаешь в компании с американцами, зачастую многие люди в этой компании, они любят выслуживаться перед начальством. То есть это прямо их любимая вещь — выслуживаться перед начальством. И они считают, что это, ну, такие неплохие методы продвижения наверх. И то есть что это значит? Что в любой удобный момент, когда у них будет возможность на тебя настучать и выставить тебя в каком-то нелицеприятном свете, они обязательно это сделают, просто чтобы выглядеть лучше на твоем фоне перед начальством. Второе. В Америке многие школьники, они подрабатывают. Это считается нормальным. И вот в компании, в которой я работала, у нас были такие ребята, которые после школы выходили на работу. И, соответственно, им хотелось купить сигареты, им хотелось купить выпивку и так далее. И некоторые мои коллеги
так как сами ребята еще не могли купить в силу своего возраста, До 21 нельзя. до 21 под запретом. То есть сигареты можно покупать с 18 лет, а алкоголь с 21 А машину года. с 16. А машину можно водить с 16, да, это нормально. И то есть некоторые из моих коллег, они их поддерживали, покупая им те товары, которые они, можно сказать, заказывали. И, на мой взгляд, ну вот эта позиция, она мне просто не близка. Зачем поощрять такие привычки у молодых людей, это во-первых. И для меня самое удивительное было то, что у многих моих коллег дети были примерно такого же возраста. И это было очень странно на самом деле для меня. Расскажи мне о самых курьезных случаях, которые с тобой случались в Китае или в США. Самые, можно сказать, может быть, зашкварные истории, может быть, что-то очень интересное и нелепое. Ну, таких историй на самом деле у меня очень много. Мгм. Но возьмем историю из Америки. Как-то раз, в общем, так получилось, что у меня было сломано ребро, и мне нужно было выходить на работу. То есть у меня правая часть очень плохо функционировала, и мне было очень больно. Я работала на кассе, и мне нужно было сканировать товар. И, в общем, мне было очень больно, и я сказала об этом своей коллеге. Она сказала: "О, я знаю, как тебе помочь, у меня есть классная таблетка". Она дала мне эту таблетку, и только потом до меня дошло, что это не просто таблетка, которая там может облегчить боль, это какое-то наркотическое вещество. Потому Офигеть. что мне стало прям очень классно, я себя чувствовала отлично, у меня было хорошее настроение, но при этом в голове у меня было такое ощущение, что я не совсем понимаю, ну, вообще, что я делаю, где я нахожусь, почему, ну, вообще, что происходит. То есть ты думаешь, это, скорее всего, не просто антидепрессант какой-то? Я думаю, что так, потому что я у нее уточнила, я сказала: "Слушай, а что со мной? Вот почему у меня такая реакция?" И она сказала: "Ой, слушай, я же дала тебе, вот, рассчитывая на свой вес, а у тебя ведь другой вес. Кажется, я неправильно посчитала". И после этого я всегда уточняла, вот у американцев я всегда уточняла, что это, для чего это, и вообще это можно принимать или нет. К слову, в Китае такое даже подумать нельзя. Это немыслимо. Это немыслимо, потому что за любое что-то отдаленно похожее на наркотики тебя точно Да, в тюрьму сразу. и надолго, и это будет очень жестко. Конечно. Это карается. А в Китае все-таки было что-то крутое? В Китае... Крутое, в Китае необычное. необычное. Да, это вот, кстати, относится к теме китайских мужчин, про которых мы ранее говорили. Эта история, я бы ее назвала «Подкат по-китайски». Мгм. Как-то я была в салоне красоты, там я делала определенные процедуры для волос, и мастер написал мне вечером в чат. Мгм. Ну, он написал очень странно, там, ни как дела, ни что-то, то есть он не строил какой-то классический разговор, он написал мне: "Слушай, а где ты живешь? Скинь мне локацию, я сейчас приеду". И я вообще не поняла, а с чего ты собираешься ко мне ехать? Как бы я вообще тебя не знаю, и я тебя не приглашала. Ну, то есть я ему ответила, что не надо ко мне приезжать. И он сказал: "Ну, ладно, ты не хочешь, давай я тогда тебе скину локацию отеля, и мы поедем в отель". И тогда я реально офигела от этого, потому что в Китае, в принципе, отель — это такое место, где там уединяются парочки, у которых нет возможности уединиться где-то дома и так далее. И мне было максимально беспонтово на самом деле от этого. Ну, то есть как так можно вообще общаться с клиентом, а я являюсь клиентом, да, я получила услугу, и потом мне просто пишут: "Слушай, а поехали в отель?" Ну, это вообще какая-то дичь на Да, самом деле. и это не первый случай, о котором я слышу здесь, в Китае, от знакомых подруг. Вот. Китайские мужчины. Как ты переезжала? Вот сам процесс переезда, акклиматизации, приема, опять же, людьми тебя. Где было легче, где было сложнее? И в том числе в плане документов. В Америку переезд был достаточно легким, ну, в каком-то даже моральном плане. Второй раз я полетела в Америку, у меня было представление, что это за страна и вообще, что меня ждет и так далее. Сама процедура оформления документов, она тоже была несложной. То есть я была в Америке по визе J1, это студенческая виза, точнее, виза студенческого обмена. И в принципе, не требуется много документов для ее оформления. Единственная сложность в том, что
никогда не знаешь, одобрят тебе визу или откажут. То есть это единственный спорный момент. А собеседование нужно было проходить? Да, собеседование нужно было проходить в посольстве США. Там вопросы были достаточно простые, то есть консул задает ряд вопросов относительно планов и так далее. Ну, конечно же, все честно приукрашивают, что как они любят свою страну и вообще они такие патриотичные и Да, так грубо далее. говоря, ты должен подтвердить, что ты не собираешься оставаться в США. Да. И жить там. Как тебя люди там принимали? То есть как иммигранта, как какого-то лишнего или как? Точно не как какого-то лишнего. И не могу сказать, что как иммигранта, я уже об этом говорила, да, что в Америке очень легко и просто стать своим в определенный момент. И уже в то время у меня был достаточно хороший уровень языка, и вообще люди не всегда понимали, откуда я на самом деле. То есть они, конечно, слышали мой акцент, и они спрашивали, то есть они могли что-то сказать, допустим, ой, у вас европейский акцент или там из какой вы страны, то есть они не говорили конкретно, ой, ты из России, такого не было. Вот исходя из этого, восприятие людей, как правило, положительное, то есть я не сталкивалась с таким, чтобы кто-то очень сильно негативил по поводу России и русских. Многие люди, они, как правило, не интересуются политикой и они не вовлечены в какие-либо международные конфликты. Ну, в Китае, конечно, для всех понятно, что я являюсь иностранкой и так далее. Помогали ли тебе первый месяц, скажем так, обустроиться как-то, может, сделать покупки, понять систему? Да, в Китае в этом плане было проще. Ну да, можно сказать, что проще, потому что работодатель, он полностью поддерживал, то есть работодатель предоставлял жилье, и работодатель мог поддержать на каких-то начальных этапах. Допустим, ой, у меня нет какого-то приложения, я не умею им пользоваться, оно на китайском. То есть мне могли показать, объяснить, помочь установить и так далее. То есть с этим не было проблем. Сейчас так происходит. Да. Как минимум в Китае не нужно было проходить собеседование. Да. Это уже галочка, плюсик. По поводу документов я считаю, что намного проще, потому что в то время все, что требовалось, это получить визу. У меня в то время была бизнес-виза, ее получить было очень легко. То есть все, что нужно сделать, это отправить паспорт, фотографии и, по-моему, еще что-то, или даже ничего, человеку, который оформляет визы, и все. То есть на этом документальная часть, так скажем, она закончилась. Я абсолютно согласен. И на самом деле ничего не изменилось в плане документов. Однако в плане границ изменилось. И сейчас границы закрыты. И в 95% люди не могут приехать в Китай. Это стоит учитывать. Но мы надеемся, что в ближайшие пару лет все-таки границы откроются и будет как раньше. В США почему ты скучаешь? Уже, можно сказать. Чего нету, например, в Китае и в России? Ну, чего-то, какие-то мелочи или бытовые вещи? В США я реально скучаю по таким road trips, однодневным поездкам на машине. Когда у тебя свой выходной, можно сгонять в соседний штат, посмотреть что-то новое. И в Америке вот куда бы ты ни поехал, все везде разное. Реально, в каждом штате все уникальное и всегда очень интересно посмотреть. Посмотреть хочется побольше. А в этом плане Китай отличается, потому что плюс-минус каждый город, он похож один на другой. Да, однозначно. Если мы не говорим про какие-то исторические объекты, культурные объекты, то здесь, по сути, все одинаковое. А в Америке в этом плане мне было безумно интересно. А в Китае? Почему ты будешь скучать в Китае? Если ты оставишь Китай, как думаешь? Я думаю, что я буду скучать точно по Таобао. Я реально люблю Таобао. Таобао — это китайский Алиэкспресс, грубо говоря. Да, это супер удобно, можно заказать все, что угодно, там, начиная с каких-то мелочей, заканчивая мебелью, и это доставит прямо в квартиру, и это очень быстро, очень просто. И да, день-два, и тебе пришло. Я точно буду скучать. Мы об этом уже говорили, но все-таки, что тебя бесило в США, и что тебя бесит в Китае в плане бытовой жизни, какой-то повседневности? Так, в США в плане бытовой жизни меня реально бесило, что очень много есть квартир и домов, где нет стиральной машины. То есть есть
прачечный, лондримат, такого общего пользования, куда ты приходишь, берешь 25 центов, или, да, тебе надо 3 монеты по 25 центов, кидаешь в автомат, стираешь свои вещи, потом также закидываешь деньги в сушильную машину для сушки, и сушишь свои вещи, и это на самом деле очень неудобно. Тебе нужно постирать вещи, и ты выделяешь там какой-то большой промежуток времени просто для того, чтобы постирать. Но, тем не менее, так все делают. Да, все так делают. Хотя всех могут устраивает. купить. Да, но это как-то не принято, так сложилось, и люди так живут. Но, к слову, в Китае такая же плюс-минус есть система. Ну да, Может, они стирают в реке. да. В таких домах, естественно, стиралки, скорее всего, есть. Хозяева покупают их. Но если мы говорим про большинство людей в обычных городах, они могут не то, что... Нет, есть также и на первом этаже стиральные машины, да, тоже за монетки. Или ты штрих-кодом отбиваешь. Но часто они стирают в реке, и мы не знаем, с чем это связано, мы живем здесь уже долго, никто не может ответить на этот вопрос. Даже сами китайцы. Я их спрашивала, а зачем они стирают? Да, речь Это не про бедных людей каких-то, которые не могут позволить себе стиралку, это про обычных людей речь. Это у вас тут не делают так? Нет, у нас не стирает никто. В целом сложно выделить что-то из бытовой сферы, что реально раздражает. Ну, возможно, мои соседи, допустим, и вообще многие китайцы, они любят выносить мусор за дверь. И он может там очень долго стоять, особенно когда жарко, там все портится. И, то есть вот это меня реально раздражает. Они когда любят соседи его так оставлять делают. где угодно. Да. Я бы так сказал, не только Да, за дверью, это- но и на лужайках, но и Да. не в контейнере, а рядом или в 2 Да, и метрах. это очень неприятно, на самом деле. Вот это реально бесит. Но по поводу денег. Где больше получается откладывать? Где больше этот разрыв между полученной зарплатой и деньгами, которые ты тратишь на необходимые нужды какие-то? Ну, там, еда, может, аренда квартиры и так далее. В Китае, однозначно в Китае. Но здесь стоит учитывать такой момент, что сферы, в которых я работаю в Китае и в которых я работала в Америке, они совершенно разные. Соответственно, оплата труда, она тоже различается, и она различается существенно, поэтому если мы говорим про доход и те деньги, которые там получается откладывать, то, конечно, это Китай. Это однозначно Китай. В твоем случае. В моем случае, да. Тем более здесь к иностранцам все-таки отношение другое. Иностранцы здесь получают деньги больше, чем местные китайцы, например, Да, ну, в это так. среднем. Я думаю, конечно, цены на продукты в разных странах разные, потому что зарплаты тоже разные. Но давай примерно. Вино в США сколько стоило и здесь сколько стоит? Так, вино. Ну, в среднем бутылка не супер какого-то там Обычного. классного вина стоит от $8. То есть от 8 и выше. А если мы говорим про Китай, то в среднем в районе 50 юаней. Мгм. Хорошо. А что касается продуктов, ну давай, например, сравним. На примере чего? На примере хлеба. Хлеб. Хотя в Китае хлеб не едят практически. Своеобразный, да. Да, но тем не менее, все равно. Так, в Китае, ну, хлеб, который похож чем-то на классический хлеб в нашем понимании, то есть примерно 10-12 юаней. А в Америке я, если честно, очень плохо помню именно хлеб, то я думаю, что в районе $2-3, скорее всего. То есть, в принципе, ну, не сильно разнятся цены на продукты. На продукты нет, не ощущается. Я думаю, с Россией больше разница. В России все-таки Да. дешевле гораздо. В России, да. Зарплаты в США какие у тебя были? У тебя много работ разных было, но тем не менее. Сколько ты получала в США, Так, ну если мы если на возьмем- одной работе? На одной работе. Так, ну, в США зарплату выплачивают каждые 2 недели, то есть ты получаешь чек, и в среднем выходило за 2 недели примерно $600-700. Ты То на есть, какой работе? На какой ну, специальности? допустим, вот когда я работала в отеле, Мгм. да, выходило около этой суммы, то есть получается, что зарплата за месяц это примерно $1200 Это в маленьком городе. в маленьком городе, да. Здесь ты также живешь
в маленьком городе. Что здесь по зарплате? Ну, конечно, специальность сейчас другая. Работа более высокооплачиваемая. Но все равно. Ну, я вообще не сторонник распространяться о своих доходах, поэтому я скажу немножко по-другому. То есть в сфере преподавания для неносителя языка, то есть для человека, для которого английский язык не родной, средняя зарплата в этой сфере начинается с 17 тысяч юаней. То есть она может быть у кого-то меньше, у кого-то больше. Примерно 17-23 тысячи, такой диапазон, и моя зарплата находится в пределах этого диапазона. Это при условии, что у тебя график забит учениками, ну, классами. Нет, совершенно не влияет. Совершенно не влияет. Да. Вот есть контракт, в контракте прописано, что я получаю там определенную сумму, и у меня может быть 1 урок в день, а может быть 5 уроков в день, и это никак не влияет. Как ты думаешь, сколько бы ты получала в Америке ну, если бы работал учителем? Я, кстати, на самом деле не интересовалась этой сферой, но я думаю, что в современных реалиях, то есть не возвращаясь там 5-6 лет назад, ну, я думаю, в районе $4000, $5000. То есть это больше было бы. Было. Но при этом расходы на жизнь немножко тоже больше. Да, расходы на жизнь И другие. налоги. Да, особенно налоги. Фейерверки. Тайские Мы налоги. это снимаем сегодня Новый год китайский, с 31 на 1 февраля. Поэтому всех с Новым годом. Ну и давай подытожим все вышесказанное. Если брать все твои приключения по одним из самых крупных стран мира и экономически сильных держав, что ты планируешь делать дальше? Тянет ли тебя обратно в Америку? Или ты хочешь вернуться в Россию, тебе все надоело, лучше дома, на родине, ты из Челябинска, тем более большой город, многим нравится, наверное. Я там не был просто ни разу. Или все-таки в Китае ты будешь пока что продолжать и смотреть, что дальше будет с границами. Я бы сказала, что если мы говорим про Америку, то я не испытываю каких-то ностальгических чувств по поводу этой страны, хотя, безусловно, опыт проживания в этой стране, он был довольно положительным и, конечно же, повлиял на меня и прокачал какие-то важные навыки, то есть то, что связано с коммуникацией, общением в первую очередь. Но я не скажу, что я рассматриваю Америку как страну, ну, то есть как страну, в которую я собираюсь вернуться. Ну, возможно, в качестве туриста, почему нет, но точно не в качестве иммигранта. По поводу России тоже вопрос неоднозначный. Я не хочу выглядеть человеком каким-то, который не любит свою страну или который испытывает какие-то негативные чувства. Это абсолютно не так. И пока в ближайшем будущем у меня нет в планах возвращения в Россию, потому что в Китае у меня до сих пор действует контракт со своим работодателем, и он закончится только в июне 2023 года. То есть до этого момента я планирую остаться в Китае и работать, и по завершению своего контракта я окончательное решение еще не приняла, потому что я считаю, что еще достаточно рано, но скорее всего, здесь есть 2 варианта, ну, возможно, даже 3 варианта решения этого вопроса. Или я буду продлевать контракт еще на какое-то время, или я вернусь в Россию, или, возможно, я начну рассматривать еще какую-то страну для дальнейшей жизни, так скажем. Ну что, друзья, оставляйте комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Я напоминаю, что этот канал держится на вас в первую очередь. Я буду делать так, как хочется вам. Поэтому подписываемся, если вам понравилось. И мы вам говорим до встречи на моем пути. Пока!